Главные новости сегодняшнего дня. Известного российского актера Алексея Панина приговорили к 6 годам исправительной колонии, денежному штрафу в размере 15 миллионов рублей и запретили ему вести социальные сети. Решение вынес Западный суд города Москвы. Срок наказания будет исчисляться с момента задержания известного артиста на территории Российской Федерации. Отметим, что Алексей Панин покинул родину в 2020 году. Антикоррупционный комитет Никиты Михалкова и Следственный комитет Российской Федерации ликвидировал, конфисковал и арестовал весь коммерческий бизнес известной певицы Анны Лорак на территории Российской Федерации. А это ни много ни мало сети салонов красоты, сети ресторанов, сети фитнес-клубов и парикмахерских. Общий ущерб от арестованного имущества составил более 50 миллионов долларов. Помимо этого, руководство антикоррупционного комитета запретило певице Анне Лорак вести любую коммерческую деятельность на территории Российской Федерации, а все конфискованные денежные средства пойдут на улучшение социального уровня жизни россиян. При этом Никита Сергеевич Михалков отметил, что в данном случае антикоррупционный комитет будет тщательно следить, куда уходят конфискованные средства. По требованию команды Никиты Михалкова и прокуратуры Российской Федерации известный актер Сергей Гармаш перечислил 35 миллионов рублей из своего финансового дохода за телевизионную рекламу. Так начал действовать новый закон об уменьшении финансовых доходов артистов российского шоу-бизнеса. Сергей Гармаш заработал в текущем году 100 миллионов рублей от телевизионной рекламы, однако 35 из них пришлось отдать в фонд поддержки российского населения при чрезвычайных ситуациях. Известный певец-шансонье Михаил Шуфутинский выплатил 10 миллионов рублей морального ущерба родственникам своей погибшей жены, которая трагически ушла из жизни несколько месяцев назад. Отметим, что Михаил Захарович во время репетиции музыкального концерта увидел свою супругу в компании молодого российского певца и устроил сцену ревности. Михаил Захарович не смог сдержать эмоции и лишил жизни свою супругу. Несколько недель Михаил Захарович находился в следственном изоляторе, однако позже был отпущен под домашний арест по состоянию здоровья. Сегодня поздно ночью экстренно в московскую больницу номер 16 был госпитализирован известный певец Филипп Бедросович Киркоров с диагнозом обширный инфаркт. Причина печального события – это колоссальная трагедия, которая произошла несколько дней назад в семье Филиппа Бедросовича. Известный певец потерял двоюродного брата Благоя Киркорова, который трагически погиб в результате конфликта с известным советским и российским юмористом Евгением Вагановичем Петросяном. К слову сказать, что Евгений Ваганович Петросян несколько дней назад застал в номере московской гостиницы свою супругу Татьяну Брухунову в компании брата Филиппа Киркорова Благоя Киркорова, который приехал в Москву для романтических отношений с супругой Петросяна и музыкальных гастролей. Евгений Ваганович не сдержал эмоций и лишил жизни двоюродного брата Филиппа Киркорова. Сам Евгений Ваганович, несмотря на плохое состояние здоровья, до сих пор находится в следственном изоляторе столицы. По словам лечащих врачей, состояние здоровья Филиппа Киркорова вызывает серьезные опасения, так как Филипп Бедросович уже долгое время находится в состоянии депрессии и апатии. Надо отметить, что 2 днями раньше был госпитализирован и отец Филиппа Киркорова Бедрос Киркоров, также с проблемами с сердцем. Верхние соседи затопили квартиру известной актрисы и члена комитета Веры Алентовой. В результате печального события были испорчены или полностью уничтожены семейные реликвии,
фотографии и фотоальбомы знаменитого мужа актрисы, актера Владимира Меньшова. Вера Алентова находится в печали по тому факту, что некоторые семейные реликвии были в единственном экземпляре, и их уже, к сожалению, не получится восстановить. Известный российский певец Стас Петрасович Пьеха, который находится в СИЗО города Санкт-Петербурга, готовится к первому судебному заседанию по делу о трагической смерти брата Льва Лещенко, известного российского актера Александра Лещенко. Отметим, что брат Льва Валерьяновича погиб 2 месяца назад во время дня рождения у певицы Эдиты Пьехи. У брата Льва Лещенко возник конфликт со Стасом Пьехой, и он погиб в результате ножевого ранения. Семья известного актера Михаила Сергеевича Боярского подтвердила информацию об ухудшении состояния здоровья российской актрисы Елизаветы Боярской. У дочери Михаила Сергеевича начался рецидив онкологического заболевания. Зрители с большим стажем могут помнить, что еще 2 года назад, осенью 2022, у дочери Михаила Сергеевича на медицинском осмотре было обнаружено онкологическое заболевание рак мозга 2-й степени. В тот момент молодую женщину удалось спасти, ей провели срочную операцию, однако тяжелое заболевание вернулось вновь. Пресс-служба антикоррупционного комитета сообщает трагическую новость о семье начальника Следственного комитета Александра Ивановича Бастрыкина. Александр Иванович Бастрыкин, который на данный момент находится в состоянии средней тяжести в больнице после 2 нападений, получил еще одно трагическое известие, теперь уже о своей семье. Вчера вечером в Москве в результате автомобильного дорожно-транспортного происшествия, по предварительным данным подстроенного криминальными структурами, погибли члены семьи Александра Бастрыкина, 2 внука, старший сын и родная сестра. По данным полиции, преступление планировалось не 1 день. Криминальные структуры рассчитывали на то, что в автомобиле окажется сам Александр Иванович Бастрыкин, однако этого не произошло. По данным пресс-службы антикоррупционного комитета, причиной трагедии стало взрывное устройство, которое находилось в автомобиле. Это уже не первая трагедия в жизни Александра Ивановича Бастрыкина. Несколько месяцев назад трагически погиб его старший сын во время задержания в одном из московских ресторанов. Сын Александра Бастрыкина работал в антикоррупционном комитете Никиты Михалкова. Товарищи, друзья и сотрудники антикоррупционного комитета выражают глубокие соболезнования Александру Ивановичу Бастрыкину и очень волнуются за состояние здоровья начальника Следственного комитета, ведь он сам находится в тяжелом состоянии. Уважаемые зрители, если вы желаете выздоровления членам комитета и поддерживаете их деятельность, то можете поставить лайк под видео и написать поддерживающий комментарий.